Check it out. They did it. Somebody did it. Impossible. See, someone's here. Damned morons. Witajcie, drodzy przyjaciele. Polski Skyrim jest wreszcie dostępny i dziś o nim porozmawiamy. A так przy okazji, gratulacje, padłeś w pułapkę Джокера. Но пока группа польских зрителей матерится и склоняет курва мать по падежам, мы можем приступить. Кстати, если внезапно вы являетесь разработчиком какой-либо игры, не обязательно ролевой, то обращайтесь. Я не буду пытаться учить вас, какую графику или движок выбирать, а просто дам ряд полезных советов из уже имеющегося материала. Идей-то дофига, а вот использовать их негде. Что делать, если все готики, ризаны, ведьмаки и так далее пройдены насквозь, а нормальный РПГ с приключениями и зомби, без повесточной параши и эльфов-углежогов пока не видно? Польской компании, занимающейся производством настольных игр, пришла в голову мысль, а почему бы не использовать собственные наработки и не перенести один из своих проектов с цветных бумажных картинок в пиксели, сделав полноценным. Как бы вы ни любили ДНД-дрочильни, выглядят они обычно как, сообщество убогих додиков, которые там себе что-то навоображали. Как бы мастер пещеры ни был харизматичен, но рассказывая о чудовище, драконе или какой-то иной опасности, ты прекрасно понимаешь. Чувак, эта тема должна была стать популярной в средние века и новое время, когда люди еще не были знакомы с наукой. А их фантазии и мозг не были атрофированы сущими в штаны дегенератами из ТикТока и аналогичных платформ. В общем, как бы ни был крут и вариативен сюжет настолки, ему всегда будет не хватать интерактивности и полноты погружения, чтобы игрок мог ощущать, например, угрозу от врагов и взаимодействовать с персонажами. Хотя надо признать, что многие конторы активно так продвигают всю эту тему, добавляя в наборы всякие модные фишки, яркие карточки и фигурки. Компания Hasbro, загребшая все права на миры, подземелья и драконов, недавно поменяла политику и теперь, судя по всему, будет бутылить каждого режиссера или разработчика, который попытается использовать их. Например, Baldur's Gate 3, планируясь к выходу сейчас, могла бы получить проблемы с бюрократией и застрять на стадии постоянных одобрений правообладателя или требований денег. Хотя по некоторым подсчетам игра помогла принести им уже около 90 миллионов долларов просто за счет популяризации этой темы, еще где-то на старте. И не совсем понятно, как это будет работать, и будет ли Hasbro требовать отчислений у всех за бросание 20-гранных кубиков в настольных играх, использование драконов и классов персонажей, ролевые игры и переодевание перед групповой оргией. А вот это вот вырвалось как-то само. Короче, недолго думая, польская контора, промышляющая чем-то аналогичным, решила инициировать выпуск игры по своей настолке. Но сделала она это по-израильски, не тратя своих денег, а создав на Кикстартере сбор средств. Удалось заполучить таким образом аж 6,2 миллиона долларов, из которых примерно 699 она, судя по всему, взяла себе, а студии разработчиков выдала 3 ящика пива «Зубр» и оплачивала коммуналку, потому что в Польше, по рассказам, жить дорого, особенно в крупных городах. Я, конечно, преувеличиваю. Подробности мы не узнаем, но 6 миллионов долларов – это же громадные суммы или нет? Давайте разберем. Движок игры Unity, версия которого не сообщается, но известно, что в 23-24 годах появлялась 5-я и 6-я итерации. В любом случае, насколько я знаю, его можно использовать бесплатно до достижения каких-то лимитов по скачиванию игр и тому подобному. То есть на момент создания игры разработчики не находятся в кабале, будучи уже всем должны, и оплата в пару тысяч долларов может идти разве что за годовую подписку, так? Прошу. Следующая статья расходов – зарплата работников. И тут можно указать любые суммы и начать кукарекать, как какая-нибудь пизда в офисе проделала огромную работу и таких полезных сотрудников и сотрудниц насчитать под 100. Но если я не ошибаюсь, бюджет на игру должен идти на ее создание в первую очередь. И немного на рекламу в каких-то соцсетях для подогрева и возникновения интереса. Так, сколько работников в студии Questline, ранее неизвестных своими проектами? Предположим, что 10, и то вряд ли. Понятно, что у всех разная зарплата. Кто-то старший кодер, кто-то младший, взятый для оперативного охлаждения и открытия зубра. Вычтем из бюджета в 6 миллионов 250 тысяч. 250 тысяч – наркоманные расходы, так сказать. И оставим ровно 6. Если игру разрабатывать условные 3 года, значит все 10 должны получать одинаковую зарплату 36 месяцев, а это 360 условных выплат. То есть получим дьявольские 16 666,6 в периоде долларов в месяц на харю.
что звучит нереалистично. Хотя зарплат мы не знаем, однако знаем, что польские кодеры самые дешевые на рынке из доступных. И некоторые алчные гиганты, связанные с мафией, прибежали босиком аж из Японии, чтобы нанять достаточно квалифицированных и способных людей, которые выполнят работу на должном уровне, но чтобы отсыпать им максимально возможные копейки, то есть гроши. Следовательно, напрашивается вывод, а куда, собственно, делись средства и кто в данном случае является главным кровососом в цепочке, не вносившим вклада в создание игры. Я привел в пример бюджетную игру в 6 миллионов, что все называют просто смешной суммой. Вот посмотрите, Kingdom Come 2 обошлась всего в 40, и это тоже считается очень мало. Короче, я вчера начал пить Халин в капсулах и уже на второй день выявил какие-то мутные коррупционные схемы. Мы все ржали с того, как откровенно спиздили ахулион рублей при выдристывании смуты на Unreal Engine 5, а в Европе о таких суммах даже не задумываются всерьез. Алло, это обзор игры или финансовый аудит от долбоеба, у которого экономика была один семестр, завершаясь онлайн-тестом, который можно было бесконечно перепроходить с Nokia на Симбиане, и методом исключения выявлять правильные ответы. Точно, совсем забыл. Про игру давайте. Но вначале проверим наших польских туристов. Ну и цо? Łączyłeś написы с тлумачением? Добрая работа. Игру позиционировали как польский Skyrim. Да сдался вам этот Skyrim. Он безнадежно и морально устарел, и пытаться повторить его сейчас означает выпустить нечто примитивное и туповатое. А мне игра напоминает именно смесь более современной готики, но с огромным минусом. Судя по всему, в Граале все квесты, к сожалению, работают, а скрипты активируются так, как задумывались. Кроме разве что бага с алтарем оленей. Область поиска продолжает висеть даже после того, как тот был найден. Технически игра в целом рабочая на 90%. Осталось поправить некоторые запинки, артефакты камеры от первого лица и застревание между текстурами. Куда лезть, конечно, не нужно, но тогда и не пускайте игроков туда. Тут еще и тестовый режим от третьего есть, правда заявлено, что ничего улучшать в нем не будут, да и выглядит местами плохо. А вот вопрос оптимизации остается открытым. Для своего движка и уровня графики она крайне много жрет. Выдает маловато FPS, как со стороны даже i5-14600K, так и со стороны видеокарт. 47 Super на ультрах в кваде без DLSS не вывозит до приемлемого уровня, а на 2070 с минималки с нулевым DLSS едва добирает до 70 кадров, иногда проседая ниже 40. То есть ситуация с Radeon'ами или, прости бог, Intel Arc'ами скорее всего будет еще хуже. Наличие SSD тут даже не обсуждается. На жестком игра будет жестко лагать как на старте, так и после подгрузок. Еще я бы поменял заставку в главном меню. В призрачной форме у костра король Артур выглядит мощно и стильно, а на заставке это какой-то низкополигональный сшитый кадавр, и сцена вообще никакого отношения к игре не имеет. Одно могу сказать точно, несмотря на все недостатки, она интереснее ремастера Обливиона, который вы уже купили, да? Предали страну ради говенной игры. Вам не стыдно, парни? Она запрещена в России, значит является бесплатной автоматически. Да и бесплатного удовольствия или интереса она никакого не приносит. Ты просто собираешь все дейдрические артефакты, чтобы послушать, как Мартин дает каждому из них разный комментарий. Круто. Начинается сюжет оскверненного Грааля, как вы могли догадаться, в тюрьме. Но не совсем. Вы не преступник, а один из зараженных чумой бедолаг, на которых ставят эксперименты. И уже отнюдь не для лечения. Когда сменилось руководство, новый поп из гестапо решил использовать лечебницу для исследования так называемой Мари, некоторой магической субстанции наподобие эфира, которая постепенно окутывала Авалон, вызывая появление нежити, красной чумы и прочих неприятностей у людей, задержавшихся в ней на какое-то время. Правда, эта же марь может способствовать лечению, а на некоторых она и вовсе не действует. Ночью заявлено, что на дорогах становится опаснее, но по факту, кроме назойливых летающих черепов, по которым сложно попасть, и теневых фигур, больше никого не появляется. Против черепов стоит найти терновый шлем, наносящий 5 ответного урона, и просто дождаться, пока не разобьются о вас. Также игра противоречит самой себе. Когда мы зажигаем костер, который создает якобы защитный купол, черепушки могут спокойно проникать сквозь него, хотя можно было сделать его непроницаемым для них или вовсе мгновенно убивать. Еще хотелось бы ощущать реальную угрозу по ночам, как это было в Dying Light, когда помимо обычных зомби к погоне подключались и опасные хищники, с которыми лучше изначально не связываться. А чем дальше от лагеря, тем должны быть сильнее монстры, но этого нет. И вообще ночь можно пропускать в любом месте через привал у созданного костра. В пещерах и помещениях, кстати, его разжечь нельзя, то есть и быстрое перемещение работать не будет. Я бы убрал такую возможность, а то слишком комфортные условия созданы. И костры раскидать по карте, требуя особые ресурсы за их розжиг.
чтобы игрок думал, стоит ли на него тратиться. Короче, добавить действительно что-то полезное из соулсов, не копируя только худшее. Нет понимания, кем является главный герой и почему какой-то загадочный мужик вдруг решил помочь нам выбраться из камеры, подкинув ключ. Ну, как подкинув? В игре вообще нет анимации каких-либо действий. И тут мы снова возвращаемся к вопросу бюджета. Вместо этого персонажи, говорящие с нами, либо просто остаются на месте, либо гаснет экран. И они как будто бы уже ушли, что-то сделали, приготовили и так далее. А те, что были добавлены, выглядят кринжово. Я дико орнул с ностальгической анимацией метания то ли ножа, то ли стрелы в стиле игр начала нулевых, при которой проскакивает фриз. И это самое начало, что может настроить потенциального игрока на негатив. Поэтому примите все косяки и начните рофлить. Иначе вы не заметите многих ее плюсов, которых нет в богоподобных играх охеревшего от безделья тунеядца Тодика. Ну, основной плюс — это атмосферность, которой пропитана игра. Она будто бы вот из тех старых времен, когда разработчики горели идеями, а над ними не стоял лоснящийся эффективный менеджер-спекулянт или бесформенная, потная, уродливая толстуха с розово-голубыми волосами, торчащими из подмышек, и указывала, что делать, ничего не понимая в этом. Примерно так создавался Dragon Age Veilguard. Мы выходим из камеры и нам бегло дают ознакомиться с управлением. Сразу предупреждаю, если вы хардкорный игрок, не спешите выставлять максимальную сложность, так как вы охереете. Не так сильно, как в дегенеративном Ебливионе, когда у вас нет ни рывка, ни уклонения, и первая же крыса вас тупо загрызет. Тем не менее, у рядовых противников очень много здоровья, и заклевывать их вы просто устанете, так как их тысячи. Плюс они любят спустя время возрождаться. Дойдя до первого охранника, шмонайте все записки. Некоторые из них являются рецептами. Например, нищенская еда, которая поможет вам восстанавливать здоровье первое время. В процессе обнаруживается еще одна проблема, взятая из Elder Scrolls. Мусорный лут. Если игра считает различные драгоценности мусором, это одно. Весят они немного, а стоят нормально. Но вот цеплять каждые порванные штаны и робы не стоит, ведь их стоимость не соответствует действительности. А ближайший торговец еще не скоро. Более того, не хватайте каждую большую бутылку, ведро с саниной или бадью. Они вешают слишком много, стоят гроши, а применения им нет никакого. Вообще не поднимайте тяжелые предметы, если не собираетесь их носить. Гораздо выгоднее взять несколько более легких, чтобы их толкнуть и получить больше. Я понимаю, что мы, натасканные на помойках от Тодика и прочих проектах, уже буквально на генном уровне превратились в клептоманов, которые тащат в карман любое дерьмо, что найдут. А вдруг пригодится? Нет, не пригодится. Никогда. Тарелка и суповая ложка для чего, если их в игре нет? Единственное, как тарелка, где нет, жрём суп из нее, ты туда насрал. Кстати, научно доказано, если славяне не едят суп, они начинают побираться по помойкам в Грузии. Наступает вечер, и это значит, что после 12 наступает время расхищения помойки. Первая на очередь помойка Мак. Тут всегда выкидывают закрытые бургеры и картошку. Мне достался очень вкусный бургер с сыром. Потом мы идем еще в один фастфуд. Мне перепадает картошка фри вот в таком огромном пакете. В итоге за день я поела за 0 рублей и даже осталась здорова. На кнопке Alt у вас есть рывок. В зависимости от прокачки некоторых особых вещей, улучшающих его. В запасе по умолчанию их 2, с небольшим временем восстановления. Это единственный способ не получать урона. Следите за шкалой выносливости, она тоже не бесконечна. И если закончится, герой не сможет совершить никаких действий вообще. То есть ни рывка, ни парирования или блока. Кстати, о парировании. Вовремя прожатый отнимает у противника некоторую часть выносливости, которая отображается вверху экрана. Правда, анимация не очень понятная. Если так кончится, он также станет уязвим ко всем видам атак. Интеллекта у врагов, как во всех современных играх, мало. В ближнем бою противники нередко просто промахиваются и тупят, а вот в дальнем стреляют слишком точно, причем изначально мимо, и рефлекторно, сделав шаг в сторону, вам внезапно прилетает. Куда же подевались сказочники о том, как нейросети все улучшают и становятся умнее? Практически ни в одной игре сейчас нет врагов, которые могли бы вас удивить или перехитрить. За исключением какого-нибудь дома, где самыми подлыми пиздюками являются импы, старающиеся не вступать с вами в рукопашную, а кидать огненные шары по направлению движения. Грааль не исключение. Если монстры слишком сильные для честного замеса, используйте любые виды окружения. Особенно мне понравились клетки, в которых можно закрыться и безнаказанно тыкать болванов сквозь решетки. На открытых локациях можно использовать особенности рельефа, залезть на какую-нибудь криво слепленную текстуру горы, камней, ящиков и так далее, поливая их стрелами. Еще одним удобным способом является бой на лестницах. Вы должны стоять на ступеньках ниже и тыкать в пузо, а враги не смогут нанести вам урон, так как будут бездумно махать на своей высоте, если дерутся в рукопашную. Зато в игре есть много необязательных локаций, где может лежать что-нибудь полезное.
От зелья рецептов, записок с охуительными историями до шмота получше вашего. Дальний бой поначалу представляет из себя убогую пародию. Первый же всратый лук при выстреле просаживает всю вашу выносливость полностью. Здесь важно дождаться анимации полного натяжения. Так стрела полетит на максимальную дальность и нанесет максимальный урон. И да, выбор луков есть, но хотелось бы большего разнообразия. Дальность стрельбы у них одинаковая, а скорость перезарядки может быть разной. Далеко не во всех случаях двуручное оружие с более высоким разовым уроном имеет высокий ДПС. По прокачке. Как я говорил ранее, у персонажа имеются характеристики, которые вы можете улучшать при получении уровня. Здоровье, скорость восстановления выносливости, скорость атаки, запас маны, урон магии, урон из-под тишка, то есть, я так понимаю, в момент первой атаки, если вы подкрались. Добавлен даже бонусный показатель при создании предметов. Есть общий и добавочный шанс на критический удар, в том числе от оружия или заклинаний. Вес надетого снаряжения также влияет на вашу скорость передвижения и восстановление выносливости. То есть в тяжелой броне вы медленнее изначально, у вас меньше запасных рывков для уклонения, и единственным способом сражения остается парирование и блок. Важный момент: выносливость в бою, как в дебильных соусах, не восстанавливается пассивно, пока вы сражаетесь. То есть ее показатель будет бесполезен, как бы вы ее ни прокачивали. И важнее изначальный запас. А это уже разные атрибуты. Двуручное оружие имеет больше затрат на удар и усиленный удар. Все это можно изучить на практике, а также подыскать подходящие. Более редкие имеют особые бонусы и налагаемые статусы. Например, мне случайно выпала пика с бесконечным стаком кровотечения, что хорошо выручало в замесах с крепкими противниками на начальном этапе. Нюанс в том, что у него очень короткий период действия, то есть раз в условные 2 секунды вы должны наносить удар. Неважно, даже если он будет блокирован, чтобы обновить время действия. Но уже под конец первой главы кровотечение перестает быть эффективным, так как наносит слишком маленький урон. Это можно было бы легко исправить, добавив ветки прокачки, например, 3 или 5 единиц за один удар. Кастетов или перчаток с шипами в игре нет, а это тоже могло бы добавить разнообразие. Также есть оружие или типы стрел со статусами кровотечения, обморожения, горения и отравления, которых вы тоже должны накопить. Метательные ножи и бутылки, применения которым практически нет, хоть они и не тратят выносливость на бросок. Некоторым противникам плевать на них, они либо имеют полный иммунитет, либо повышенное сопротивление. Дриад практически нереально отравить, а вот соломенные монстры очень хорошо горят, но последние есть только на пшеничном поле во 2 главе, судя по всему. На скелетах кровотечение не работает, потому что они же, скелеты, а на утопцах оно работает. Вроде мелочи, но приятно, когда разработчики учли такие нюансы. В Готике, кстати, скелеты не получали урона от стрел. Еще один любопытный момент с характеристиками. В некоторых вариантах диалогов от вас будут требоваться определенные показатели, например, духовность или практичность, чтобы убедить некроманта прекратить его эксперименты и выполнить квест без сражения. Потому что различные мини-боссы и нейтральные персонажи имеют большой запас здоровья, а еще могут бесконечно призывать различных миньонов типа волков и утопцев. Кстати, как и вы, если найдете соответствующий предмет. Проблема в том, что заранее вам не дают понять, что потребуется от персонажа, и прервать диалог нельзя. Придется выбирать какой-то стандартный доступный ответ, либо загрузиться с предыдущего сохранения и возвращаться к вопросу уже с поднятым показателем. Но тот же сраный некромант далее может потребовать в диалоге и другие характеристики, и вам придется снова повторять процедуру. На первой карте таких диалогов немного, на второй, по-моему, всего один. И хотелось бы значительно больше для решения задачи разными способами. В некоторых предусмотрена возможность конкретно так занозить персонажам, и привыкшие к линейности ответов игроки знаем, что за это ничего не будет. Ну вот мы разговариваем с командиром гарнизона, он же ключевой персонаж, и по идее его убить нельзя, а он не должен убить вас, раз уж такой диалог был добавлен. И да, он вас легко убивает, но не навсегда. Вы окажетесь в местной тюрьме, только ни предметов, ни характеристик не потеряете. А при последующем общении он к вам вроде как не охладеет. Есть диалог с богатой сосалкой в деревне. Если ответить на ее грубость грубостью, он прекратится, и взаимодействовать с ней вы больше не сможете. А там, между прочим, не просто дополнительный квест, а оказывается даже небольшая романтическая линия. К сожалению, таких крутых моментов маловато по причине ограниченности запасов пива у разработчиков. Боевая система в принципе интересная, но недоработанная до конца. Иногда рывок совершается на противника, и это крайне неприятное событие, ведь вы потратили последний запас выносливости. А если играть на высокой сложности, особенно против боссов, он вас скорее всего накажет. Но никуда не делся чит с инвентарем, берущий начало еще со времен Готики, когда перед летальным для вас ударом вы открываете раздел и шаритесь в сумке на предмет, чтобы сожрать, чтобы не умереть.
В некоторых играх не запрещали использовать такую опцию. По-моему, в Ведьмаке, например, можно было залезть в сумку и что-то выпить, а время вокруг не останавливалось полностью, а замедлялось. То есть думать бесконечно было нельзя. Играть за мага может быть даже безопаснее, так как вам дадут использовать заклинания и призывать миньонов, которые начнут отвлекать противников. Но персонаж уже будет зависеть не от выносливости, а от запаса маны и ее восстановления. Теперь о системе крафта. Верстаков, алхимических столов или костров вы можете создавать различные предметы, зелья и шмотки. У костров можно варить любые зелья, готовить еду. Но шмоты и предметы делаются только у верстаков. И тут без забавных моментов не обошлось. Например, имеются дополнительные квесты для создания доспехов, которые вам дает бронник. По виду классический работяга в рецепте сделать броню из тел утопцев или трупоедов с соответствующим внешним видом, которые, мягко говоря, не вписываются в антураж лагеря. Если вы не качали навык практичности, то бонуса от создания предметов у вас не будет, и при попытке изготовления доспеха у вас велик шанс на создание мусора, буквально какого-то камня, который является тоже каким-то реагентом, но скорее всего у разработчиков уже не было времени куда-то его пристроить. Короче, вам придется сохраняться каждый раз перед попыткой создания сложного предмета. При этом у вас отображается шанс на производство удачного. Из отмычек или стрел создать мусор не получится в любом случае. А вот с доспехами, если шансы ниже 50%, готовьтесь тратить ресурсы повторно или трижды перезапускаться. На верстаке вы также можете улучшать их показатели. И, мать его, очень интересно, какого хрена помимо требуемых ресурсов я должен платить налоги в никуда, если улучшаю меч и броню. После 4-го улучшения стоимость на ссаную тряпку доходит до 1000 монет, а это очень много, скажу вам. Вообще, если ничего не крафтить, вам будет хватать денег на расходники, жрачку и зелье. Но я привыкший тащить все, что не приколочено, к ближайшему торговцу. Благо тут у них бесконечный лимит денег, плюс они непривередливы. Повару можно сдать 100 топоров или костей с кладбища. Однако к экономике в игре все равно остаются большие вопросы. Я в данный момент оббежал практически всю вторую карту и накопил всего 2000. Для справки, на первой можно купить дом, ковры и мебель. Сколько стоит ветхий разъебанный дом в деревне, угадайте? 20 тысяч. Еще на входе у нее сидит мужик и просит помочь с ремонтом пирса, ворот и прочего. На каждый требуется по 50 кусков дерева. И как вы думаете, какая награда за это будет герою? Ну, кроме просто опыта, потому что уровень надо поднимать. А никакой, просто «Ух, спасибо, братан, жители так рады, шо пиздец». Я б тебе заплатил, да потратился деньги, но могу продать стулья и ковры по оверпрайсу в дом, который по-прежнему стоит 20-ку. Для добычи ресурсов потребуются инструменты. Кирка для руды, удочка и лопата для выкапывания ящиков. Тут, кстати, все состоит из ящиков, ни одного сундука. И эти ящики торчат из-под земли, но доставать их можете только вы. И да, иногда доходит до абсурда, когда в нем лежит, морковка и стрела, одна штука. Один ящик нашел сбагованным, может быть в нем петрушка и камень, а может и какой-то интересный предмет. Прикол в том, что если в момент рыбалки, раскопок или долбления руды на вас напал противник, вы начинаете драться с ним соответствующим предметом, до того, как сообразите переключиться на свое оружие. С рудой и копанием ничего интересного, с рыбалкой есть какое-то разнообразие. Подойдя к любому водоему, можно попробовать вытащить какую-нибудь рыбу. Мне это напомнило Warcraft, но там все происходит автоматически, причем при низком навыке по отношению к водоему вы либо вылавливаете черепа и сапоги, либо нет. Тут скорее аналогичная история, как с мини-игрой от жирного ублюдка Гиббона, который, очевидно, тоже ее где-то спиздил, чем, собственно, и занимался основное время. Короче, вам нужно удерживать нажатием кнопки Е крючок в безопасной области до того момента, как потенциальная рыба или кувшин не устанут, и тогда добыча будет считаться пойманной. Эту тему можно также было насытить и развить, добавив какие-то квесты, соревнования и прочее, но в мире разъебения и надвигающегося тлена, наверное, это не особо уместно. Вообще водоемы обычно абсолютно пусты на открытых локациях. Плавать в море не по квесту бессмысленно. На дне не раскидано никаких коробок в принципе. Они могут иметься разве что в пещерах. Также вам нужен топор для добычи дерева, нужный при производстве стрел, но как вы могли подумать, дрова можно собирать только в специально отведенных местах на пеньке, около которого лежат чурки. Рубите чурок, никто вас не осудит, это бесплатно. Интересная деталь, их количество ограничено и уменьшается с каждым добытым поленом. То есть тут маленький плюсик разработчикам, потому как обычно бывает, что куча дров лежит просто для антуража. А вот рубить деревья в лесах и полях нельзя, то есть применение топору как инструменту в игре найдется тоже крайне мало. Про алхимию говорить особо нечего. Находите или покупайте рецепт, лучше найти, потому что все продавцы барыги, которые принимают товар за копейки, а продают втридорога. Из нужных ингредиентов делайте зелье, готово.
Ряд из них бесполезны или неэффективны, например, увеличение скорости чего-либо на 10 секунд, покрытие оружия смазкой из соусов, очередную говнину заимствовали, которая тоже нахер не нужна. Никто не будет лазить в инвентарь и смазывать жопу маслом на 10 секунд для каждого боя. Это неудобно, долго и проще затыкать противника дрыном каким-нибудь, чем заниматься этим. Разновидностей зелий немало, но в этом тоже кроется проблема. Вот есть бутылка здоровья, восстанавливающая условный 26 хп. Ок. А есть зелье здоровья, восстанавливающее хп в процентном соотношении к вашему максимальному здоровью. Например, 26%. Есть зелье от несварения желудка. Никакой смысловой нагрузки оно не несет, а просто восстанавливает здоровье в процентном или численном значении. И вдобавок, поскольку на вас действует показатель практичности всегда, вы можете создавать зелье здоровья +1 или +2, которое обладает лучшими характеристиками, чем обычные, в случайном порядке, но оно начинает занимать собственный слот. То есть вы накипятили 20 бутылок для замеса с боссом или про запас, но все они из-за разности характеристик не являются аналогами, которые вы будете пить автоматически. Закончились +1, залезь в инвентарь и поставь 2 бутылки с показателем +2 в слот. И такая же херня с едой. Если зелий нет, обычно на первых этапах игры для пополнения здоровья вы используете жрачку. И если она лежит в слоте для зелий, то когда закончится один вид, другой не появится. А разновидностей еды тут еще больше. Некоторые обладают ненужной бонусной добавкой в виде, например, увеличения выносливости на 10 секунд. Но вот нахера мне такая радость, если я проглатываю любое дерьмо по КД. В том же Варкрафте особая еда давала прибавку маны или здоровья на 10-20 минут. И вот такой эффект хотя бы имел смысл. Ну и раз заговорили о готовке, тут есть интересная фишка, какая была в первом Ведьмаке при создании зелий. Вы можете случайным образом положить 2 или 3 ингредиента для готовки и посмотреть, что будет. Но не ожидайте особой логики. В ряде случаев, если положить условную картоху с рыбой, вы не получите картошку с рыбой. Выйдет недоготовленная еда, вписанная в ранг мусора, которую есть можно, но она восстанавливает слишком мало, проще выкинуть. То есть имеется некоторый азарт при открытии новых рецептов, которые будут добавляться в список помимо найденных или купленных. Такая опция доступна только при готовке еды, к сожалению. С зельями или созданием предметов ее уже нет. Опять же, вспоминаем бюджет. И на практике, конечно, нет никакого смысла покупать у торговца блины за 22 монеты, если можно купить тушеное мясо за 10, которое дает большее восстановление здоровья. Кстати, кому интересно, ассортимент торговцев обновляется каждые 24 часа. То есть, чтобы затариться дровами или мясом, нужно ждать у костра 23, затем еще 1 час. В игре вроде как проскакивали намеки на карманную кражу, но от нее отказались, судя по всему, не найдя нормального применения. И в целом брать предметы, помеченные красным, не стоит. Если стражник заметит, это штраф, тюрьма, драка. Короче, я даже не хотел проверять и ломать игру. Как там это предусматривали разработчики? Судя по всему, никак, потому что если ночью вскрыть чей-то дом и залезть внутрь, спящий продолжает спать. Ему нельзя сдать квест или поторговать, а грабить, по сути дела, в доме нечего. Вскрытие замков тут тупо как в Скайриме, только отмычки сломать гораздо легче. Этот момент тоже можно было слегка проработать. Замок вращается чересчур быстро, что даже как-то нелогично для работы взломщика. Обнаружил прикол во втором лагере у далриадцев. Сбор любой травы с земли на его территории считается кражей. Вернемся к сюжету. Короче, загадочный мужик из-за ограниченности бюджетов на разработку мистическим образом ждет вас у выхода, пока вы не завершите свои дела в дурке. Затем сообщает, что встретится с вами на берегу, а вы пока идите шевелитесь. Ну и по пути оказывается, что выхода-то и нету, но есть какая-то магическая херь и волшебный мост, через который не перебраться своим ходом. Нужно потрогать статую, которая является Мингиром, своеобразным фумитоксом против красной чумы и мари, которая создает безопасную область для защиты от нее, якобы. Вас внезапно торкает, и вы оказываетесь в каком-то потустороннем мире, а с вами начинает говорить мужик из волшебной сферы. Выясняется, что вы каким-то образом встретились с частицей души короля Артура. Поначалу я скептически относился к интересности сюжетки, связанной с ним в принципе. Но что там у этих англичан было мистического? Ну, король Артур, какой-то дед-маг, кого-то победили по тихой грусти, малафья унылая, короче. Но здесь, по крайней мере, появляется интрига, которая постепенно раскрывает чуть больше подробностей событий 6-вековой давности.
Все знали короля как однозначного героя и лидера атаки, который всех победил, а потом народ жил хорошо. Но позднее выясняется, что никто хорошо жить так и не начал, а Артур, просив всех потерпеть и вот-вот сейчас заживем, в итоге помер, не выполнив своих предвыборных обещаний, но помер не полностью. От него осталась вот эта сфера, хер пойми где, на которую наткнулся главный герой. Он потерял почти все воспоминания, просит вас восстановить их, собрав все разбросанные по миру частицы души. В знак доброй воли он исцеляет вас от чумы, а придя в себя уже на берегу, вы встречаете загадочного мужика, который при выборе определенных вариантов диалога сообщает вам, что он один из рыцарей того самого круглого стола, до сих пор живой и здоровый, но не являющийся нежитью, и винит во всех проблемах короля Артура, который все на самом деле наврал. Из-за него опять началась вся эта чума, ни одного обещания не выполнил, войну не остановил и развязал, Порошенко не посадил, так стоп. Не тот текст. Короче, игрока вводят в заблуждение две противоречивые версии событий, в которых надо разобраться, ведь обе стороны вам помогли, а чью сторону вам занять, придется, вероятно, выбрать уже в конце, так как оба просят собрать все частицы души. Сам Артур, находясь в глубоком похмелье, почти ничего не помнит, не создает впечатления хитрого злодея, не верит в обвинения, искренне удивляется, почему Авалон не встал с колен, а провалился еще глубже, и некоторые подробности выяснятся только при сделанных выборах по ходу сюжетки. Первым является вариант встать на сторону Камелота, приславшего рыцаря Галахада. Тоже какого-то хрена, вполне живого персонажа с тех лохматых времен, который по рассказам окончательно поехал кукухой и возомнил себя инквизитором, сажающим всех подряд на костры и коли. Времени проникнуться его версии игроку не дают, потому что вы с ним никак не взаимодействуете, кроме единственного диалога, где можете сообщить, что пришли его замочить, если выберете сторону капитана, который тоже является каким-то мутным пиздоболом, якобы объединяясь с местными племенами викингов против Камелота. Либо же отправитесь мочить этого самого капитана, дабы положить конец восстанию. То есть разработчики все же подталкивают игрока к первому варианту, потому как здесь все Никита, Стас, Турбо, а эти из Камелота какие-то пидоры из Москвы, которым плевать на провинцию и их жителей. По ходу сюжетки вы сможете открыть новые диалоги с королем, который появляется в виде призрака у костра. И в случае выявленных косяков с его стороны тот начинает оправдываться, типа «я не знал, да я хотел», но их не отрицает. Доверие к этому КВНщику резко падает. Тем не менее вы продолжаете продвигаться дальше и получаете некоторые способности. Например, замедление времени, в течение которого можно быстро настакать эффекты кровотечения на боссе. Ну, скажем так, не густо, конечно, и назвать это прям таки ультимативной способностью тоже нельзя. В плюсы игры также внесем множество необязательных квестов и персонажей, на которые можно случайно наткнуться, если исследовать локации более досконально. Например, пчелиную королеву, которая потребует таскать ей дохера бесплотной паутины. Ресурса, что обычно добывается с зомбированных крестьян, монстров и иногда просто бывает прилеплен к особым камням. Правда, добрячкой она не является и потребует также замочить предателя с шапкой пчеловода на голове, стоящего у моста, который торгует травой. Зато будет давать бесплатные банки с жидкостью, и нет, процесс их наполнения тоже не показывается, а то мало ли что подумаете, фанаты золотого меда. Кстати, его пчелы срыгивают, живите теперь с этим. В любом случае у вас будет властная женщина, хоть и пчела, хоть и в игре, это лучше, чем ничего. Быстрое перемещение доступно между дорожными указателями, которые никуда не указывают. Просто небольшие стелы, короче. Но для начала их нужно открыть. А вот чтобы переместиться из любой точки, например, побережья или острова, где указателей поблизости нет, вам нужно разжечь костер и покрасить его, вкинув в огонь 10 кусков паутины. Заодно вы сможете опознавать некоторые предметы, которые выпадают из монстров со значком вопроса. И тут нюанс. Вес неопознанного предмета составляет 1 килограмм, но после опознания может выясниться, что там лежал двуручный меч и топор, либо зелье и гребаная петрушка. И вот если вы достигли того самого лимита по весу инвентаря, вы сразу получите перегруз и потеряете возможность бега, уклонений и быстрого перемещения. На самом деле проблема перегруза в последних играх является лично для меня крайне острой. Часть лута я, по идее, должен продать, а эти непонятные расходники желательно бы сохранить, вдруг пригодятся. Хотя, ну ты же не маг, нахера тебе черепа и кости? Реально выкину. И придя в лагерь, бронник дает рецепт, где нужны кости и черепа. Да блять, вы серьезно? Это же не игра про реализм, где ты можешь насувать 10 обоим под автомат, пистолет и ножик с 3 гранатами. Это игра про долбанную магию и зомби. Так вы еще горы лута даете. Какого хера я не могу реализовывать возможности, которые вы мне сами и предлагаете?
Еще одним плюсом на фоне поделок от Тодика являются подземелья и пещеры. Я не встретил ни одной тупорылой и одинаково сгенерированной примитивным ботом локации, где наставили одинаковых противников и в случайном порядке разложили беспонтового мусора. Здесь всегда вы сможете найти что-нибудь интересное, насколько позволили возможности разработчиков. Определенно заметно, что каждый занимались вручную и как-то пытались ее задизайнить. Также на карте нет откровенно пустых областей, сделанных для вида или на отъебись. Ее края также постарались чем-то наполнить. Однако и тут не обошлось без ненужных заимствований из дебильных игр. Где карта подземелья? Хотя бы примитивная. Понятно, что в реальности никто бы не стал составлять карту пещеры, но так мы в игре. Пройденные участки фиксируем на бумажке, неоткрытые оставляем недорисованными. Это же просто. Есть конь. Точнее, его можно отжать у зараженного дворянина под мостом, погладить и все. Конь теперь появляется по вашему свистку. Во второй главе можно купить еще одного за 250-300 монет. Зачем? Хз, возможно он быстрее. Управлять им почти так же херово, как Kingdom Come 2. Скорость все же повыше, но проходимость хуже. Она обо все запинается, а при низких потолках пройти не дает. И плюс только один. Когда нужно срезать путь и спуститься в пропасть. Ну, как спуститься? Прям-таки тактически пиздануться с обрыва, не получив урона. Еще есть секретный питомец. Аксолотль, только размером с щенка или кота. В одной из пещер сдох какой-то зверь, а сбоку лежит яичко, из которого вылезет этот покемон. Если вы будете какое-то количество раз отдыхать у костра, пройдете 10 или 20 тысяч шагов, короче, в какой-то момент он просто возникнет из ниоткуда, как все в этой игре. В описании говорится, что его можно учить каким-то трюкам, но что-то кроме прыжка через голову он больше ничего не делает. Фактически бессмертен, изредка издает звуки и шумит при ходьбе. Противники и NPC его игнорируют, а вот вы об него можете в бою запинаться, что не есть хорошо. По идее, ему тоже можно было бы добавить каких-то способностей, ветку развития, чем-то подкармливать для прокачки, но это сразу бы наложило требования к его адаптации к окружению и взаимодействию с ним, что опять же займет время. Тогда нафига его добавляли, сидел бы чисто у костра и урчал, а при ходьбе цеплялся к спине, как дроид в Звездных войнах. Ну да ладно. Пару слов о музыке. В главном меню вой старого мужика напрягает. Его можно было бы сделать потише. Такая же хрень в Экспедиции 33, где невыносимо воет баба, давя на мозги. Остальной саундтрек в целом норм, но его маловато. А в боевых сценах ритуальные марши викингов выглядят немного неуместно. Мы же в воображаемой Англии, ёпта, или это какой-то древнекельтский валлийский диалект? Непонятно. И на стыке локаций во второй главе иногда музыка накладывается друг на друга, создавая какофонию. Это в принципе тоже наверняка можно быстро пофиксить. Кстати, гитара в городе Кунахте навевает нам теплые воспоминания из Diablo 2. В общем, на момент написания текста я все еще в условной второй главе и еще ничего не ясно по сюжету. Он не особо глубокий, масштабный и прям-таки невероятный. В готиках тоже все было таким местечковым и простецким. Тем не менее, это не мешало нам играть с интересом, а не вынужденно, потому что купили шизоидную хуету от Сангаджика Джимбаева за 9 косарей. Судя по скринам из 3 главы, мощный движ начнется как раз там, но я не хочу спойлерить ни себе, ни вам. Да, будь бюджет игры хотя бы больше раз в 7, как у Kingdom Come, игру про алкоголизм и угнетение, множество доступных в игре механик можно было бы значительно усовершенствовать, сделав конфетками, добавив больше активностей, вариативности и тому подобному. Или же ничего не изменилось бы и все ресурсы на каком-то этапе сожрал буржуй или чиновник, потратив на шлюх, тачки и наркотики в соседней стране. В общем, имеем то, что имеем. Кстати, немцы, занявшись евроинтеграцией всякого говна, позорно лишились звания самой пошлой нации в мире, и их место теперь заслуженно захватили поляки. В игру про средневековье они добавили крайне пикантные истории с картинками, которые я ищу по всей карте гораздо тщательнее, чем сюжетные предметы. Есть даже отдельный квест, где вы спорите со священником-гачистом, чтобы он отдал украденные книги с эротикой. Вот, собственно, и все, пожалуй, на сегодня. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, по сборкам задавайте вопросы, несите бабосы. Before you ask, no. I do not have any books personally signed by Merlin. Nor will I fake his signature.